Как проращивать черенки винограда в домашних условиях? Ответы на часто задаваемые вопросы. Здравствуйте, уважаемые любители винограда! Наверное, вы уже соскучились по проращиванию черенков. Заканчивается февраль, последний зимний месяц, начинается март, и хочется уже достать свою лозу и начинать проращивать, не так ли? Руки чешутся. Ну, неплохо. Этот ролик посвящен в основном для начинающих виноградарей. Ну, скажу и не только, потому что все равно мы друг у друга чему-то учимся. Поэтому постарались именно сегодня, сейчас снять этот актуальный ролик по проращиванию черенков. Этот ролик мы разделили на 3 пункта. Первый пункт – как заготовить черенки винограда, как их правильно заготовить, как их хранить. Второй вопрос мы для себя тут выделили – сам процесс проращивания, все тонкости, все нюансы и секреты. И третий пункт – высадка пророщенных черенков в емкости, в горшочке, в контейнера, у кого что есть. Итак, 3 пункта. Ну что, давайте начнем обсуждение. Первый пункт – это у нас заготовка черенков винограда. И здесь я, чтобы не забыть, написал ваши часто задаваемые вопросы. Первый. Какие черенки пригодны для проращивания? Ответ прост. Черенки, пригодные однолетний прирост, хорошо вызревшие и хорошо сохраненные. Если вы их приготовили еще с прошлого года, то вы должны их хорошо сохранить до весны, чтобы они не пересохли, не вымерзли, чтобы на срезе, когда вы берете секатор и режете, чтобы здесь вы увидели зелень. Ну, давайте попробую сейчас, я сделаю срез. Вот зелень, посмотрите. Как будто только с куста мы срезали этот черенок, потому что мы его правильно хранили. Как хранить, чуть позже расскажу. Итак, черенки необходимо выбрать не больные, чтобы не было бактериального рака, чтобы не было аидиума, болячек разных. Чистые, хорошие, и если вот так сейчас я согну черенок, он начнет хрустеть. Лоза должна быть одревесневшая. Вот такая лоза пригодна для проращивания. Второй вопрос. Когда лучше заготавливать черенки? Осенью или весной? Но, как вы поняли, в этом ролике мы делимся нашим опытом. Мы заготавливаем черенки осенью. Почему? Во-первых, мы делаем всю обрезку на нашем винограднике осенью. Осенние черенки или осенняя лоза, она гораздо сильнее, чем весенняя лоза. Почему? Не секрет, что растения в зиму уходят в спячку. Идет отток микроэлементов от лозы к корням. И если весной вы нарежете черенки, они будут более слабее, потому что все микро-макроэлементы, питательные вещества, они находятся в корнях, они аккумулируются в корнях, и в лозе мало что остается. И вот когда мы видим, что скоро передают заморозки, морозы, мы начинаем делать обрезку. И много микро-макроэлементов, то есть много питательных веществ остается в лозе. Поэтому лично мы обрезку делаем осенью. Но вы часто также спрашиваете, а вот я не успел сделать обрезку, можно весной сделать обрезку? Ну, конечно же, можно. А можно весеннюю лозу взять и прорастить? Ну, ответ прост. Если нет другой альтернативы, конечно, можно взять весной, нарезать лозу, но выберите, пожалуйста, вызревшую лозу. Если вы в руки берете лозу, и она гнете, она не хрустит, она полузеленая, она черная. Ну, такая лоза непригодная. На срезе лоза должна быть зеленого цвета, как будто вы только что срезали. Кстати, вот этот черенок, который я обрезал, зеленого цвета, как будто только что срезали. Такой черенок пригоден для проращивания. Следующий вопрос. Как сохранить черенки винограда до весны? Допустим, вы осенью срезали, и чтобы весной они у вас проснулись. На нашем YouTube-канале в разделе «Видео» вы найдете 2 ролика. Как мы храним черенки винограда в погребе или в холодильнике.
Ссылки на эти ролики сейчас вы видите на экране. Пожалуйста, если есть необходимость, посмотрите, чтобы не отнимать сейчас ваше время и долго не рассказывать. Скажу коротко, черенки винограда желательно хранить при температуре плюс 3, плюс 5 градусов, не выше. Биологический ноль у винограда плюс 10 градусов. 10 градусов. При температуре плюс 10 градусов почки просыпаются. И сохранить такие черенки до весны будет очень сложно. Поэтому при хранении следите, пожалуйста, за температурным режимом. Идем дальше. Следующий вопрос. Когда нужно начинать проращивать черенки винограда? Лично мы не спешим. Уже не раз говорили, мы начинаем проращивать черенки конец февраля или начало марта. Вопрос почему? Совсем давно, когда мы только начинали заниматься виноградарством, было время, когда мы 1 февраля доставали черенки и начинали проращивать. И что мы имели? Солнечного света было мало, наши черенки просыпались. Кстати, выход был небольшой, потому что у растения, у любого растения есть время покоя и время активности, когда они растут. Например, с осени до весны у растения есть время покоя. Вот простой наглядный пример. Если мы спим, вот представьте, вот легли спать и спим, время покоя, и нас кто-то будет и говорит: пошли копать огород. Скажите, вы встанете ради уважения, пойдете копать, но с каким энтузиазмом вы будете копать? Вы поняли принцип, не так ли? Поэтому есть время покоя. Если вы достаете черенки рано в феврале, то они хуже просыпаются. Жизненной силы здесь мало, потому что есть биологический покой. А с марта месяца достали черенки, кинули в банку с водой, поставили на светлое место и сами будут расти. Поэтому не стоит спешить, забегать вперед. И в наших условиях мы начинаем проращивать черенки с марта месяца. Также нужно сказать, что необходимо учитывать свой регион, в каком регионе вы живете. Если это юг, южные регионы, возможно, вы раньше начинаете проращивать. Если это север, значит позже начинаете проращивать. То есть вы учитываете время, сколько вам нужно времени, чтобы прорастить черенки, возможно, посадить их в контейнер, чтобы он там развился в контейнере хотя бы 2-3 недели, а потом с этого контейнера земля прогрелась в открытом грунте, и вы посадили в открытый грунт. То есть вы должны отсчитать это время. Обратный отсчет нужен. И вот вам время начала старта. Идем дальше. Следующий вопрос. Нужно ли применять стимуляторы корнеобразования? Такие как Клонекс-гель, гетероуксин, корневин. Здесь все просто. Личное решение каждого. Лично мы в большинстве, в большой массе, когда проращиваем черенки винограда, мы используем ложку меда на ведро воды. То есть взяли ложку пчелиного меда, развили в ведре воды, и 2 суток у нас вымачиваются черенки в этом настое. Налили в тазик сантиметров 5, выложили туда черенки, и прекрасно они напились, набрались энергии, и дальше мы заправляем их в кильчеватор. Кто-то использует гетероуксин, такой укоренитель, кто-то корневин. Коротко скажу про каждый из этих укоренителей, как ими пользоваться. Например, Клонекс-гель. Пожалуйста, в чистом виде его не используйте, потому что он очень сильный, и можно сказать, что он просто разорвет ваши черенки, и корней вы не увидите. Просто здесь будет куча каллуса, такие блямбочки будут висеть, и корней не будет. Когда мы его раньше использовали, 1 к 5 с водой. Допустим, 5 капель воды и 1 капельку, я утрирую, и 1 капельку Клонекс-геля. Размешали. После того, как мы сделали срез, намазали хорошенько пяточку, сантиметров 2. И после того, как все подсохло, минут 5 примерно, кинули в воду. Вот так мы их проращивали. Что касается гетероуксина, в одной пачечке идут 2 таблетки. 1 таблетка из расчета на 5 литров воды. Мы брали эту таблетку, растворяли его в 1 ложке спирта или спиртового раствора.
он в спирте хорошо растворяется. Дальше выливали в емкость с водой в 5 литров, хорошо перемешали и поставили туда черенки на вымочку. Читайте на упаковке. Кажется, для винограда там написано от 16 до 20 часов вымочки. Что касается корневина, это порошок. И здесь большая ошибка, когда кто-то высыпает этот порошок в воду и ставит черенки. Так не стоит делать. Завод-изготовитель рекомендует просто черенки, когда они у вас мокрые, то есть пяточка мокрая, немножко кисточкой опудривать, слегка опудривать пяточку. И дальше, после того, как корневин впитался, дальше ставить их на проращивание. Также скажу еще про один народный укоренитель. Это ивовые ветки. Вот перед съемкой я срезал вот такую ветку. Что мы делаем? Мы берем вот такую вот палочку или череночек ивовой ветки и можем кинуть в банку там, где у нас будут черенки винограда. В тот момент, когда ива пускает корни, он выделяет гормон роста. И вот эта среда, вода и гормоны роста, они положительно влияют на черенки винограда. Кстати, не все черенки винограда или не все сорта винограда одинаково пускают корни. Есть сорта, которые хорошо дают корни, а есть такие сорта, которые очень плохо укореняются. Есть сорта, которым нужно примерно 10-12 дней при оптимальной температуре, и они дают корни. У нас было так, что больше месяца стояли черенки и плохо укоренялись. Поэтому это тоже зависит от сорта. Поэтому вот этот ноу-хау, хотя оно не новое, этот старый дедовский способ, можно взять на заметку. Вы знаете, мы также хотим в этом году сделать вот так. Взять одну ивовую ветку, взять пучок вот такой черенков, когда мы обновим наши срезы, и вот эту ивовую ветку поместить в середину этого пучка. Что происходит? Ивовая ветка быстро дает корни, выделяет гормоны роста, тем самым стимулирует корни образования наших черенков. В этом году будем так делать. А следующий вопрос. Какие есть способы проращивания черенков винограда? Вы знаете, способов масса. Но самый часто распространенный способ – это у нас вот такая баночка с водой. Народный способ. Самый простой и самый дешевый. Есть способы на кокосовом субстрате, есть на опилках, агроперлит, вермикулит и мокрую тряпку в крайнем случае можно взять и там даже прорастить черенки винограда. Поэтому у каждого свой опыт, своя практика. Скажу про нас, массово мы проращиваем в кокосовом субстрате. Ну что, плавно мы перешли к следующему этапу о самом проращивании, то есть нюансы, способы и секреты. Первый вопрос. Подготовка черенков. Расскажите, как вы готовите черенки винограда к проращиванию? С чего вы начинаете? Ответ. Первое. Достали черенки винограда. Возможно, они у вас хранятся в холодильнике или в погребе. Первое. Осмотр. Вы посмотрели на них. Черенки чистые, все нормально, значит обеззараживать их не нужно. Но если вы достаете черенки с холодильника и видите, что плесень появилась или какие-то споры грибов, то желательно ваши черенки перед проращиванием обеззаразить. Чем? Можно использовать фундазол, свич или тамсин М. Можно использовать народный способ раствор марганцовки. Какая концентрация? Вы знаете, мы обычно делали так. Можно сравнить этот раствор с темным насыщенным чаем, вот такого цвета. Что мы делаем? Развели в емкости марганцовку, как темный чай, взяли черенки наши, бросили в этот тазик, немножко вот так сполоснули, покрутили, достали, подсушили, и дальше можно работать с этими черенками. Так мы их просто обеззаразили. Второе, что мы делаем? Обязательно нужно вот эти нижние срезы, обязательно нижний срез обновить. Для чего? Когда мы ставим на проращивание, нужно, чтобы черенок тянул воду, где бы то ни было. Или черенок находится, допустим, в кокосовом субстрате или в воде,
он должен питаться водой. Но когда мы осенью срезали, то есть нарезали наши черенки, края запробковываются, то есть по-другому, если сказать, покрывается пленкой, и вода не проходит. Когда мы обновляем срез, нижний срез, влага проходит. Вопрос второй. Нужно ли обновлять верхний срез? Ну, здесь по желанию. С одной стороны есть плюс и минус. Если вы обновили верхний срез, то эта влага быстро пройдет. То есть, когда вы вымачиваете такой черенок, обновленный и вверху, и внизу, то вымачивать достаточно 1 сутки. Если вы не обновили верхний срез, то можно вымачивать 2 суток, потому что влага медленнее будет проходить по вашему черенку. Но есть плюс, когда вы не обновляете верхний срез, то есть не режете здесь. Какой плюс? Отсюда влага не испаряется и не надо парафинизировать. Кстати, вы спрашиваете, мы парафинизируем наши черенки или нет? То есть в парафин опускаем почку эту и закупориваем срез? Нет, мы так не делаем. Вот еще один ответ на ваш вопрос. И еще скажу, есть ли значение, какой срез здесь делать? Прямой срез, косой срез. Раньше мы экспериментировали, делали косой срез, то есть площадь, откуда появятся корни, больше, и нам нравилось так. Но сейчас делаем прямой срез, и все прекрасно укореняется. Поэтому на это особо не обращаем внимания. Следующий вопрос. Нужно ли удалять нижнюю почку? Ответ. Мы удаляем нижнюю почку. Почему? Ну, например, когда идет процесс укоренения, если вот эта почка проснулась, она тянет на себя питание. Если она тянет питание, понятно, что корням остается немного меньше питания, и поэтому мы удаляем эту почку. Но есть мнение, что эту почку не нужно удалять. Когда почка идет в рост, тем самым она выделяет гормоны роста, и эти гормоны роста, они способствуют корнеобразованию. Кто-то удаляет, кто-то не удаляет. Личное решение каждого. Но если мы используем как укоренитель мед, ну, на меде все прекрасно распускается, поэтому нижнюю почку мы удаляем. И следующий актуальный вопрос. Нужно ли царапать вот тут внизу у пятки, чтобы появились корни? Когда мы начинали проращивать первые годы, мы царапали и думали, что от этого зависит, если не поцарапаешь, корней не будет. Но вы знаете, уже много лет мы не царапаем. В любом случае корни появляются. Главное, чтобы черенок сам был живой и качественный. Также есть вопрос, скольки почковые черенки нужно проращивать. Обычно мы проращиваем 3-почковые черенки. Вот. Видите, 3 почки. Но если междуузлия короткие, здесь может быть и 4, и 5. Но я смотрю больше на вот эту высоту. Примерно 25 сантиметров. Если черенок дорогой, то я могу прорастить 1-почковый черенок. То есть беру секатор, посередине междуузлия делаю рез, потом беру этот коротыш, кидаю в банку и начинаю проращивать. Можно проращивать и 2-почковые, и 3-почковые, не имеет значения. Если черенок хороший, живой, то корни он обязательно даст. Следующий вопрос. Как долго вымачивать черенки в воде? Есть ли какой-то предел или норма какая-то? Вы знаете, есть 2 крайности. Бывает так, что кто-то вымачивает целую неделю. Потом достаете этот пучок из воды, и вот здесь на дне как будто крахмал, какая-то слизь. А это вымываются микро-макроэлементы, то есть питательные вещества. Поэтому нежелательно долго держать в воде черенки, когда вы вымачиваете. 1 или 2 дня этого достаточно. Идем дальше. Следующий немаловажный вопрос. Температура при проращивании имеет значение или нет? То есть температура комнаты и температура в кильчеваторе. Скажу вам нашу практику. Если мы проращиваем, у нас есть комната, называется кильчеваторная, там стоит кильчеватор. Ну, простым языком скажу, кильчеватор – это коробка с устройством теплых полов, и там есть регулятор тепла, то есть такая ручка, и мы крутим, выставляем температуру. Что мы делаем? Мы прогреваем область пятки и выставляем
там, где пятка, температуру плюс 26-27 градусов, но не выше. Плюс 30 градусов корни уже не пойдут. Каллус выйдет, здесь у вас будут блямбочки, такие шарики, и все, корней не будет. Обратите на это внимание. При проращивании следите за температурным режимом. Плюс 26-27 градусов. В помещении мы стараемся держать прохладнее в этом помещении. Не отапливается. Но на улице пока прохладно, и в помещении тоже прохладно. Плюс 5 градусов это идеально. 5-6. Но если плюс 8, плюс 10, просыпаются почки. Поэтому мы стараемся, чтобы у пяток, то есть ноги, были в тепле, а голова в холоде. Сначала мы запускаем процесс корнеобразования, высаживаем стаканчики, и потом уже в теплице почки просыпаются, растут побеги, листики, и саженец вегетирует. Следующий вопрос: какую воду можно использовать? Ответ прост. Главное, не хлорированную. Можно взять снег на улице, если у вас есть снег. Растопите снег, возьмите его. Можно взять с колодца воду, можно дождевую, из-под фильтра воду. Если ограничены вы, тогда возьмите с крана воду, но хотя бы 2-3 суток. Просто надо, чтобы вода выстоялась и хлорка это вышла или выпарилась. И тогда можно использовать такую воду для проращивания. Следующий вопрос: какую емкость использовать при проращивании черенков винограда? Давайте хоть черенок сюда кину, чтобы было ясно, о чем идет речь. Вы знаете, прозрачную посуду, конечно, в прозрачной легко контролировать уровень воды. Например, мы налили сюда 2 сантиметра воды, маркером взяли перманентный маркер, нарисовали полоску и контролируем уровень воды. Корневая система обычно лучше появляется на границе воздуха и воды. Но корни лучше появляются в непрозрачной посуде. Что для этого нужно сделать? Вы берете мусорный пакет черного, синего цвета или какого хотите, темного цвета. И вот эту банку можно просто вот так вот завернуть, сюда одеть резинку, или как хотите закрепить, и в темноте корни лучше появляются. То есть вот такой нехитрый способ. И еще один пункт в этом разделе: нужен ли свет? Если да, то какой? Во время укоренения, когда появляются корни, в банке должно быть темно. Тогда лучше появляются корни. Когда почка закрытая, свет ему пока особо не нужен. Но когда почка тронулась в рост, появились листики, нужен свет. Вопрос какой? Конечно, в идеале это солнечный свет. Когда вы проращиваете ваши черенки, постарайтесь поставить их на окно, но не на южную сторону. Восток, запад или север, без разницы. На южной стороне, чтобы не попалились наши листики. Представьте под стеклом, как жарко будет. Если у вас нет такой возможности на окно поставить, помещение темное, используйте подсветки, то есть лампы. Или люминесцентная лампа, или фитолампы. Главное сделать так, чтобы листики, когда появились, над ними был свет. И правильно используйте фитолампы. Кто-то подвешивает их на потолок, и пользы от таких ламп нет. Идеальная высота это примерно 40-50 сантиметров. Вот стол где-то 40-50 сантиметров от стола. И тогда идет хорошая подсветка растения. Вот все, что касается подсветки. Следующий вопрос. Сколько черенков проращивать вот так вот в одной банке? Ответ прост. Не старайтесь запихнуть сюда много черенков. Почему? Во-первых, вода быстро начинает портиться, когда много черенков. Представьте себе, процесс корнеобразования идет, и быстро затемнеет, загниет, замутнеет вода. 5-6 черенков в одной баночке это достаточно. И в эту же баночку киньте, попробуйте ивовую веточку. И ивовая веточка также способствует тому, чтобы вода долго оставалась свежей. И третий пункт – это высадка в контейнер или
горшочке или как хотите в баночке. Раньше мы использовали прозрачные стаканчики, 500 миллилитровые или литровые стаканчики, разные. Но мы перешли на вот такие темные контейнера. И здесь есть, смотрите, дренажные отверстия. Почему мы перешли на такие горшочки, хотя они дороже в 10 раз? Вы знаете, укоренение и дальше рост в темном горшке происходит лучше, чем в прозрачном. Корни все-таки не должны видеть свет или солнечный свет. В темном горшке они лучше развиваются. На какой стадии высаживать черенок? Вот вы взяли черенок, корни пошли. Когда его высаживать? Когда 5 мм или 5 сантиметров? В идеале, когда он 5-6 мм. Тогда, когда вы будете высаживать этот черенок, то вы не сломаете. Ну, не всегда так получается. Бывает у нас так, что мы достаем с кильчеватора, и там такие корни огромные, как бороды. Чтобы их не сломать, даже бывает так. Берем секатор, подрезаем корешки и потом сажаем в контейнер. Бывает и так. Но в идеале 5-6 мм есть, надо уже посадить в этот контейнер. Можно ли сажать черенок в контейнер, если есть побеги, а корней нет? Посадить можно, но он просто погибнет. Поэтому не сажайте, так не делайте. Если есть побег, есть листик, корней нет. Корни – это насос. Корни тянут воду и будут питать ваши листики. Поэтому пока нет корней, пусть ваш черенок сидит в банке и укореняется до момента, пока не появятся корни. Чем больше побегов, тем корневой системы должно быть больше. Ну, хотя бы там 2-3 сантиметра, хотя бы так. Потому что бывает такая ботва, а корней нет. Корни только появились, вы посадили, и вот эти маленькие корни, они не смогут обеспечить или напоить вот эту ботву. То есть все должно быть соразмерно. В идеале, конечно, когда корневая система небольшая, 5-6 мм, и здесь почка только тронулась в рост. Вот это в идеале. Следующий вопрос. Какой грунт использовать? Мы используем, сами готовим грунт для того, чтобы посадить черенки в контейнер. Мы берем торфогрунт, pH, то есть кислотно-щелочной баланс, нейтральный. Есть грунт кислый, есть нейтральный, есть щелочной. Виноград любит нейтральный грунт, то есть pH со знаком -5-6. Как проверить уровень кислоты в грунте? Продаются вот такие механические или еще как-то называются приборы, которые меряют кислоту. Их много разновидностей. Можно купить и измерять кислотность. То есть, если у вас кислый грунт или щелочной, то ваш саженец плохо будет развиваться. Мы берем 50% этого торфогрунта, 50% чернозема. При помощи бетономешалки заранее подготавливаем грунт, смешиваем хорошо. И сейчас весной мы используем такой рыхлый, пушистый грунт, чтобы посадить наш черенок в горшочек или в контейнер. Отдельным пунктом у меня тут выделено дренаж. Пожалуйста, если у вас бутылки, банки, обязательно сделайте дренажные отверстия. Чем больше, тем лучше. Если здесь вода застаиваться будет, корни загниют. И тогда может пропасть ваш саженец. Следующий важный вопрос. Как правильно поливать вегетирующие саженцы? Вы знаете, хочу сказать просто, утрированно. Поливайте с ложечки, дозированно. Лучше не додать воду, чем перелить. Виноград или кусты винограда не любят болото. Если вы начинаете заливать, что происходит? Грунт плохо начинает дышать, то есть плохо проходит кислород. Грунт закисляется и корневая система загнивает. Чтобы этого не происходило, например, как мы для себя взяли какой-то показатель. Вот стоит саженец, ну вот так в горшочке, листики, побеги, здесь все прекрасно. И как видим, что опускает голову, листики опускает, значит хочет пить. Грамм 50 воды дали, но у нас саженцы стоят в теплице, и там идет обмен воздуха хороший, циркуляция, тепло, подогревается, поэтому мы можем позволить 50 грамм дать. Если саженец стоит на окне, можно 2 столовые ложки дать, и этого достаточно. Потом посмотреть на динамику, держать палец на пульсе. Само растение вам будет говорить, сколько ему нужно дать воды.
То есть это приходит с практикой. Следующий вопрос, он повторяется, какой свет нужен. Но уже говорили, в идеале, конечно, солнечный свет, но когда вы уже посадили ваш саженец в горшочек, конечно, ему уже нужен солнечный, дневной свет. Никакая лампа его не заменит. Но если до высадки еще рановато, важно подсвечивать фитолампами. Это тоже важный вопрос, потому что процесс фотосинтеза еще никто не отменял. Идем дальше. Вот здесь вы пишете, что часто вы замечаете какие-то шарики на побегах, на листиках. Что это такое? Чем лечить? Это называется жемчужные железки. Ученые пришли к такому выводу, что по некоторым данным при избытке влаги в корневой системе или в окружающей среде растение так капсулирует излишнюю воду. Но на сегодняшний день такая информация. Дальше посмотрим. Поэтому не обращайте на это внимания. Они как сами появляются, в итоге по мере роста побегов эти шарики постепенно усыхают и все, их уже не будет. Поэтому не обращайте на это внимания и не лечите растения от этих железок. Идем дальше. Соцветия, которые появляются на молодых побегах. Что с ними делать? Вы знаете, ничего сложного. Берите обычные ножницы, медицинские или какие есть дома, и можете просто аккуратно вырезать эти соцветия. Но вырезая, не вырежьте коронку. Дождитесь, когда соцветие сформируется. То есть коронка – это голова, побег. Просто скажу. Аккуратно вырезать можно соцветия, чтобы соцветия не тянули на себя питание. Малыш должен развиваться, и только на 3-й год мы дадим этому кусту приносить урожай, когда он хоть немного окрепнет. Еще один важный вопрос, и будем заканчивать. Иногда бывает, что саженцы ваши на окне, они там растут, все нормально, и потом вы замечаете, что листики начинают сжиматься, как-то сморщиваться. И такое подозрение, будто здесь как будто кто-то завелся, насекомые или трипсы. Вы знаете, нужно быть немножко разбирательным. Трипсы, от них надо лечить. Но бывает оэдема. Оэдема – это физиологическое расстройство растения от перепада температуры, от неправильного света, даже бывает так. На окне сухо. Когда мы массово проращивали наши черенки, у нас был стол, мы его подсвечивали, 3 яруса был стол. Что мы делали? Мы брали, кстати, не зря здесь стоит такой опрыскиватель. Мы в этом году приобрели электрический опрыскиватель. Наливаем чистую воду, отстоянную чистую воду и увлажняем листики утром и вечером. Почему мы так делаем? Потому что растение нуждается в естественной влажности. В природе рано утром роса поднимается, орошает, и растения орошаются росой, то есть они влажные листики. Но в помещении, где сухо, недостаток влаги, мы все это контролируем. Также у ваших растений, когда вы проращиваете или когда вы высадили в контейнер, поставьте тоже, пожалуйста, какой-нибудь термометр, чтобы контролировать уровень температуры. Вот, например, видите, здесь электронный такой цифровой термометр, который показывает вот здесь вверху у нас температура и также влажность в помещении. В данном случае 23,6 температура в помещении, влажность 38%. То есть важно контролировать. Ну что, давайте здесь остановимся. В конце маленький вопрос вам. Скажите, пожалуйста, чему равна прочность цепи? Железная цепь, вот такие вот, знаете, звенья есть и такая длинная цепочка. Ответ прост. Прочности слабого звена. Вот в нашем деле, когда мы проращиваем черенки винограда, нет чего-то неважного. Упустили температуру, то есть можно не прорастить черенок. Пересушили, черенок не прорастет. Перемерз он, тоже не прорастет. Вода загнила, тоже не прорастет черенок. Нет ненужной детали. Здесь каждая деталь имеет значение. Все имеет значение. Поэтому любите, вникайте и прикладывайте усилия, и тогда ваш успех будет очевиден. Тогда ваши подопечные, ваши черенки будут радовать. И с вот этих палочек
вы будете иметь прекрасные кусты, которые будут приносить прекрасный урожай и насытят как вас, так и ваших близких. Также хочу поблагодарить вас, что вы подписаны на наш канал. Буквально несколько дней тому назад рубеж 500 тысяч подписчиков перевалило. Спасибо вам огромное, что вы с нами, что вы смотрите наши передачи, а мы будем стараться для вас делать интересные, качественные, продуктивные ролики без воды. Желаем вам крепкого здоровья, вам и вашим близким. Успехов! Так, ну вроде все. Ай, мы забыли сказать про градусник, вот такой, для воды. Ладно, в следующем ролике скажем.